Приветствую всех на канале Ярилкин Сундучок. Сегодня я хочу вас познакомить с большой проделанной работой, которую я сделала за это время, и предоставить вашему вниманию домовят. Вот над этими домовятами я работала последнее время. Вот они такие получились. Сейчас я вам расскажу, что нужно для того, чтобы связать вот этих домовят, какие нам понадобятся нитки, какие нам понадобятся инструменты, что, как, что нужно приобрести, подготовиться к мастер-классу. Ну и расскажу о самой куколке, как она делалась, из чего делалась, чтобы вы знали, из чего будет состоять мастер-класс. Прежде всего, я хочу сказать, что это не игровая кукла. Не, ну можно ее использовать как игровую, но я больше делала упор на то, что это у нас декоративная интерьерная кукла. Потому что домовенок, как по моему личному опыту, это как всегда замечательный подарок. Будь то вы идете на новоселье, или просто вы кому-то приглашены в гости, или просто вот в очередной раз идете к своим добрым знакомым, родственникам, друзьям, детям, и вам хочется сделать приятный подарок, ну, если они это любят, можно подарить такого домовенка. Мы знаем, что домовята являются оберегом. Вот они с такими мешочками. Вот на них пишите то, что вы хотите пожелать своим друзьям и близким. И это, я еще раз повторяю, что это как бы декоративная интерьерная куколка. Из расчета вот этого всего, что я вам сказала, я старалась сделать такой, чтобы она была не очень громоздкая, не очень большая и не очень сложная в исполнении, чтобы ее можно было сделать быстро и подарить. Я в свое время не вязала, я таких домовят шила. И они у меня практически все уходили на подарки, потому что все хотели себе посадить или на кухню, или возле компьютера. Вот просто чтобы был уютный такой уголочек, и там сидел домовенок. Были у меня и чистенькие, и грязненькие. Ну, в принципе, с чистенького связать грязненького, это вы уже мастерицы все сможете и сами. Расскажу я про домовят. Какие они у нас и что в них такого интересного. Домовята сделаны в двух исполнениях. Ну, голова, прически, одежка, ихние лапти, это все одинаково. Единственное, что один домовенок я делала и рассказывала, у нас обычные ножки вот такие вот, стоячий домовенок, то есть мы его можем поставить где-то. Он сам не стоит, вот с упором где-нибудь в уголок можно его поставить. Второй домовенок вывязывается с ножками вот такими для сидения. То есть вот в этом разница этого мастер-класса. Я рассказываю и о том, как сделать, чтобы домовенок стоял, такие ножки. И показываю, как сделать, чтобы домовенок сидел с такими болтающимися ножками. Еще разница в том, что крепление волос у этих домовят разное. Есть более красивый, но более трудоемкий способ. И есть способ, который проще, быстрее. Но некоторым он не очень нравится, потому что у нас здесь остаются узелки. Вот, при прикреплении волос. Но оба метода замечательные. Получаются шикарные, мощные прически. Смотрите, какая. Вот это по одному методу сделана прическа. Я ее вот постригла, попричесывала их. Вот это такой домовенок. И вот по другому принципу сделана прическа. То же самое, шевелюра. Такая вот она у нас обширная. Сейчас мы об этом поговорим. Все. Значит, о том, что отличаются и чем отличаются домовята, я вам рассказала. Пусть они у нас тут сидят. Давайте сразу я скажу, какого размера у нас эта игрушка. Они одинаковые.
будут по высоте. И если так посмотреть, 21 сантиметр. При моих материалах, при моей схеме, при моей плотности вязания и теми инструментами, которые я говорю, вот он получается 21 сантиметр. Возможно такое, что даже у вас, если вы будете вязать не одного, а двух, они получатся разной высоты. Потому что бывает так, что или от настроения зависит, или звезды на небе так сошлись. Вот бывает вязание очень плотное, и получается игрушка меньше. Бывает более расслабленная, игрушка больше. Вот у меня лично абсолютно двух одинаковых кукол по одной и той же схеме не получается. Как бы я ни старалась. Ну, не знаю, может у кого-то получается, у меня не получается. Значит, все. Про домовят я, в принципе, все рассказала. Размер, прически, в чем их не отличие. А так все одинаково. Ручки одинаковые, ботики одинаковые, головы по одной и той же выкройке. Все одинаково. Так, из чего? Я сторонница пряжи Alize Cotton Gold. Значит, что мы берем? Нам для вязания нашего домовенка понадобятся вот такие нитки. В основном все у меня, вот видите, идут Alize Cotton Gold. Красные. Это у нас 56-й. Для тела это у нас 382-й. Но здесь не принципиально. Вы можете взять любой цвет, который у вас есть телесный, которым вы привыкли работать. Вот есть такой же 401. Они очень похожи, просто здесь больше бежевого. Есть более светлый, это не имеет значения. Ну и, естественно, белый, по-моему, 55-й. Тоже Alize Cotton Gold. Это мы вяжем ему брючки. То есть там брючки, а дальше уже идет тело. Вот. Это вот три таких основных цвета. Ну, красный, вы поняли, это у нас идет на рубаху. Так, все. Здесь такого ничего нет. Значит, штанишки, тело, рубаха. Alize Cotton Gold. Потом я для вывязывания лаптей взяла вот такую нитку в магазине. У нас продается. Было написано шерсть. Когда я стала ею вязать, я поняла, что никакая это не шерсть. Это самая обыкновенная бечевка. Единственное, что я могу сказать, она чистая. То есть тут, когда вы вяжете, не встречается больших таких буклей, нету мусора в ней, она не колючая такая вот, что там деревяшки или что-то застряло. Более такая она, вообще даже кажется мягкая, но когда вяжешь лопатошки вот эти вот, то ну, грубая такая же, как и бечевка. Вот я, значит, из нее вязала лапти и вязала вот этот вот мешочек, да? Мешочек счастья. Все. Вот это там, где нам пригодится вот эта нить. Что нам еще надо? У нас, значит, ручки на нитяном креплении. Для нитяного крепления я брала вот такую нить. Это нить типа рис. Но вы можете взять любую. Единственное, что проверяйте, чтобы она не рвалась. Вот берете и пробуете, чтобы она не порвалась и не подвела вас в самый неподходящий момент. В принципе, можно крепление сделать и вот этими нитками. Но они имеют такую структуру, что она немножечко все-таки растягивается. И потом ручки могут немного болтаться. Ну, оно не принципиально, конечно. Но это просто вот... Почему я беру вот эти нитки? Я беру и эти, и вот эти. В общем, если есть, лучше брать, конечно, более упругие нити. Ручки на каркасе. И у нас вот через все тело в голову тоже идет каркас, потому что я не сказала. Боже, голова поворотная, как всегда. Можно его голову повернуть. Можно голову наклонить. Можно придать ему какое-нибудь такое интересное положение, как вы уже захотите. То есть нам нужно что? Нам нужна проволока. Я использую вот такую проволоку. Она в оплетке, не очень толстая.
ну, довольно-таки упругая, но в туловище я ее использую вот так вот в 2 раза. Потому что, ну, чтобы голову держала, желательно, чтобы вот эта вот проволока была более упругая. Потому что большая копна волос. Что я могу сказать? У меня вот этой вот в 2 сложения на основу идет где-то 16 сантиметров. 2 раза я сложила. И на ручки где-то там по 12 сантиметров. 24 сантиметра, значит, на одного кузю идет 24 сантиметра на ручки и 16 сантиметров на основу в туловище и голову. Ну, это там уже будете смотреть. Приобретайте такую проволоку. Если даже руки можно сделать без проволоки, это уже по вашему желанию, как хотите. Но в туловище, в голову обязательно, потому что голова держаться не будет. Инструменты. Значит, вяжем мы нашего домовенка. Основной у меня крючок это 1,75 в основном. Все я им вязала, кроме лаптей. Лапти я вязала двоечкой. Значит, если в перерасчете на крючки с бамбуковыми ручками обычные, да, это 1,5 и 1,75. Такой номинал. Я здесь делала без утяжки. Просто вставляем глазки. Вы можете в глазки вставить, а можете глазки наклеить. То есть, как у вас вот лучше душа лежит, потому что здесь не принципиально тоже. Если у вас есть красивые глазки, которые вы можете наклеить, вы можете наклеить. Если вы предпочитаете лучше такие глазки, у меня, сейчас покажу, у меня вот такие, набор. Так как это у нас зеленоглазое чудо, я брала зеленые глазки, 12 миллиметров, вот, на креплении. Вот это у меня такие глазки. Ну, там смотрите, подбирайте, как у вас уже есть. Нету, значит нет. И глаза мы вышиваем. Вот это по кругу, это вышивка. Вышивка на еще не наполненной голове. По поводу мешочков. Для мешочков я брала вот такие нитки и вязала. Я в мастер-классе рассказываю, как я сделала этот мешочек. И можно сделать вот такой мешочек. Это просто сшитый из мешковины. Обычный мешочек тоже получается. Теперь по поводу прически. Значит, что я скажу вам про прическу. Шевелюра довольно-таки объемная. Для того, чтобы она держала объем, не опадала и мы видели результат, надо брать желательно акриловые нитки. И в 100 граммах должно быть где-то до 200 метров. 200 метров это вот такая вот, смотрите, толстенькая. Это я брала, смотрите, Бон-Бон Классик у меня. В 100 граммах 200 метров. Можно взять чуть-чуть тоньше. Есть в 100 граммах 180 метров. Может быть, даже будет немножечко проще с продеванием через отверстие в вязании, да? Вот. Ну, я вам показываю, что у меня. Это вот у меня остаток этих ниток. Вот они. Бон-Бон. Стопроцентный акрил. Почему акрил? Я люблю акрил. Почему? Потому что он более такой упругий, торчащий. Потому что если взять Alize Cotton Gold, у вас не получится такая шевелюра. Она будет тяжелая и в то же самое время объема не получится. Оно будет опадать. А акрил, он торчащий. Очень удобно. Можно взять смесь шерсти с акрилом, но это будет дороже. Можно взять просто акрил и будет нормально. Значит, смотрите, если вдруг вы не найдете вот этот Бон-Бон Классик, да, значит, что у нас за основу? У нас за основу идет акрил. И в 100 граммах где-то 180-200 метров. Если вдруг у вас вот такой тоненький акрил, да, есть, но он потоньше. Я заправляла в 2 нити. Просто берете, набираете столько, чтобы оно было потолще, и заправляете в 2 ниточки. А если вот такой вот чересчур толстый, да, здесь вот у меня получалось 5 нитей. Я разделяла и вставляла 3 нити. Вставляла 3 нити,
А вот эти две потом использовала и делала еще в 3 нити. То есть вот у меня, вот я нашла выход с положения, потому что этот моток у меня лежит давно. Очень приятный, красивый цвет. Это у меня вот эти вот волосы тут вот. Он у меня здесь мелированный такой, видите, красивый. То есть вот эти волосы полностью из Bonbon Classic. А вот это тут Bonbon Classic, и вот это вот тоже акриловая пряжа, но я ее разделяла. То есть выход из положения можно найти, если вы вдруг не найдете точно такие нитки, вы можете подобрать, варьировать, разделять, соединять. Но самое главное, чтобы это был акрил и чтобы он был толстенький. Потолще гораздо, чем Alize Cotton Gold. Ну вот вы видите на наших кузях, как оно выглядит вообще. Вот такие кузи у меня получились. Если вам они понравились и вы хотите себе такую же интерьерную куколку, приходите. В скором времени я уже начну выпускать по очереди мастер-классы. Постаралась я подробно объяснить. Если вдруг будут какие-то вопросы, спрашивайте. Я стараюсь делать всегда субтитры. Включайте субтитры. И приходите. Готовьте инструменты, готовьте ниточки, берите с собой хорошее настроение и приходите ко мне на мастер-классы. Желаю вам всем здоровья и удачи. И до новых встреч. Пока-пока. Увидимся на мастер-классах.